Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с ситуацией, что происходит в Армении и Азербайджане. Сначала ознакомлю, что пишет армянская пресса. Так, в поведении Алиева что-то изменилось. Есть два возможных сценария. Это и заявил Грант Мелик Шахназарян. Вот этот мужчина, лысоватый, сделал такие заявления. Озвучено президентом Азербайджана Алиевым 8 ноября выступление в Шуши, тем не менее, было странным. С одной стороны, Баку и Анкара погоняют Армению к подписанию так называемого мирного договора, с другой стороны, фактически сводят на нет эту возможность. Об этом заявил политолог Шахназарян. Почему, вопросительный знак? Есть важный вопрос. Что-то изменилось в поведении Азербайджана. Изменилось после состоявшейся в Сочи встречи при посредничестве Путина, где встречались Ильхам Алиев, Никол Пашинян и Путин. Есть два возможных сценария. Алиев увидел возможность получить гораздо больше уступок от Армении. Есть договоренность или давление оставить пока по каким-то причинам вопрос урегулирования армяно-азербайджанских отношений в подвешенном состоянии. Интересный вариант. Оба возможных варианта являются предметом обсуждения. Но есть еще одно важное обстоятельство, которое бросается в глаза. То, что Пашинян как будто синхронизированно с Алиевым своей ложью и критикой в адрес Азербайджана все больше делает невозможным подписание мирного договора на данном этапе. Ну да, в последнее время Пашинян что-то стал играть несознанку, и все заметили какое-то поведение измененное. Даже сами армяне, видите, этот политолог Шахназарян отметил, что с Пашиняном что-то происходит не то. Я ролик выпустил, да, но он, да, не в адекватном состоянии. И как можно делать, подписать договор, если он неадекват? Ильхам Алиев идет свою игру, тоже такую своеобразную. Это в действительности сложная ситуация. С одной стороны, ясно, что так называемый мирный договор не сулит ничего хорошего для Армении и Карабаха. Более того, он губителен для армянского государства. С другой стороны, если Алиев действительно хочет выудить гораздо больше уступок, то, следовательно, становится участником его игры. Это вдвойне опасно для Армении. Что делать в такой ситуации? В общем, армяне намекают, что Пашинян заодно с Ильхамом Алиевым играет какую-то игру непонятную, для чего это все он делает, типа соучастник. И вот он говорит, что надо уже в Армении менять переговорщика Пашиняна на кого-то другого. Однако связывать какие-то надежды с этой властью в Армении, конечно, безнадежно. Так, и теперь вот посему все намного запутаннее, чем может показаться на первый взгляд вся ситуация. Во-первых, во всех случаях нельзя спускать глаза с Алиева. Надо следить за Ильхамом Алиевым, он что-то замышляет. Еще раз повторю, в его поведении что-то изменилось. Видите, вот этот Шахназарян, видно, не глупый, лысоватые, все лысые люди, они, считается признак ума, намекает, что что-то скоро будет с Арменией или с Азербайджаном, то есть отношения с Арменией, с Азербайджаном, может что-то тут обостриться, ситуация на границе, или что-то связано с Карабахом, может ситуация обостриться. Так, и вот как раз по этой теме армяне признали, не можем закрыть границу с Азербайджаном. Сейчас ознакомлю, что здесь пишут. Армянская страна испытывает проблемы защиты своих границ. Как передает АЗАЗ, армия Армении испытывает нехватку численности военнослужащих, чтобы закрыть всю границу с Азербайджаном. Сейчас посмотрим на карте, извиняюсь, загрузится. Долго грузится. Зараза, это карта гугловская. Сейчас, вот она загрузилась. В общем, да, если прикинуть, начиная вот о границе с Грузией, и дальше, ниже озеро Гёйча, потом дальше Джермук, потом Лачен, потом тут дальше. Это очень огромная территория сверху вниз. Сколько там километров, я не знаю. Но да, чтобы тут все закрыть, у армян не хватает численности своего состава. На каждом метре не поставишь, поэтому
пограничнику или с автоматом военнослужащего армянина, чтобы он защищал, как бы сказать, границу Армении от посягательств Азербайджана, как армяне считают. И вот они что-то здесь заявили. И об этом заявил армянский эксперт, военный эксперт Айк Напетян. По мнению эксперта, появление программы «Защитник Отечества», позволяющей военнослужащим по истечении 6 месяцев срочной службы перейти на контракт. Они хотят еще набирать контрактников. После того, как они отслужат, милости просим, идите в контрактники. Еще сроком на 5 лет означает, что типа надо набирать больше этих военнослужащих, их не хватает, и надо защищать всю границу Армении с Азербайджаном. В общем, сейчас Пашинян, наверное, приказ даст, как и Путин. В общем, всех на мобиков, контрактников, срочников, всех срочно защищать границу Армении, типа. А то Ильхам Алиев скоро пойдет в наступление, и от Армении ничего не останется. Все, исчезнет Армения с карты Гугла. Ну и вот последняя новость. Азербайджан должен прекратить терроризировать Армению и Карабах, заявил Марукян. Вот еще один лысоватый мужчина, тоже не глупый, видно. Лысина признак ума. Он говорит: Ильхам Алиев, прекращайте терроризировать Армению и Карабах. Мы это вам так не простим. Мы это вам не оставим, это все. Вот он так. Ереван. Сегодняшние новости. Азербайджан должен прекратить терроризировать Армению и Карабах, чтобы достичь прочного мира в регионе, заявил посол по особым поручениям. Это высокая должность в Армении. Эдмон Марукян. Ильхам Алиев, прекращайте, мы вас накажем жестоко, сказал Марукян. Иначе невозможно прийти к соглашению с тем, кто держит пистолет. У Марукяна Ильхам Алиев держит пистолет. Так вот, в голове представил. И не соблюдает никаких договоренностей, заявил этот Марукян. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.